Как крупняк собирает стопы. В этом видео я вам расскажу всю логику. Для чего нам это нужно? Далеко не секрет, что рынок движется против толпы. И далеко не секрет, что если вы хотите зарабатывать, вам нужно присоединиться к умным деньгам. Посмотрев это видео, вы будете понимать, где находятся умные деньги, где они будут забирать ваши стопы и самое главное, каких конкретно хомяков, можно так сказать, сейчас будут на эти стопы разводить. Я не знаю уровень вашей подготовки, но давайте мы немножечко проговорим в начале, буквально минутку, теорию. Вообще, зачем крупнику собирать стопы? Зачем ему торговать против толпы? Зачем ему нужно что-то выдумывать, создавать какие-то манипуляции и так далее, чтобы вас на эти стопы разводить? На самом деле ответ кроется в так называемой ликвидности, как это называют профессиональные трейдеры, либо в его большой позиции, если это сказать немного попроще. Давайте предположим, мы имеем такое движение. Рынок у нас растет. И вот вы крупный игрок, у вас огромная позиция. Ну, допустим, там на сотни миллионов. Вы хотите точно так же зайти в покупку. Как вы это будете делать? Вот давайте мы с вами просто подумаем. Хорошо, если вы будете заходить прямо сейчас в покупку, так называемыми агрессивными ордерами, то есть ордерами по рынку, прямо вот здесь будете заходить, что у вас будет с ценой? Так она просто-напросто вверх улетит. Более того, часть позиций вполне вероятно исполнится маркетмейкером, а маркетмейкер это не крупный игрок, это немного другая штука. Маркетмейкер это участник рынка, который выкупает повышенную так называемую ликвидность, либо продает ее. То есть часть позиций, возможно, исполнится с помощью маркетмейкера. Остальная часть создаст огромное движение. И если вы создадите огромное движение больше 2%, например, в акции, вашу позицию московская биржа, если мы говорим о ней, например, просто не пропустит, она не исполнится. То есть это, извините за такую фразу, но это откровенный геморрой, если вы будете заходить рыночными ордерами. Плюс это вызовет движение, и по сути у вас будет здесь проскальзывание. Каждая ваша последующая сделка, то есть последующий ваш ордер будет по худшей для вас цене. И в итоге у вас средняя цена будет где-то вот здесь, и вы получите вот такое проскальзывание. У вас будет убыток. Приведу свой небольшой пример. Как-то раз я зашел на дальние фьючерсы по акции «Газпром» рыночными ордерами. Зашел я в позицию, по-моему, на сумму 500 000, я уже не помню точно, но я отчетливо помню, что у меня был убыток 250 тысяч из-за того, что произошло такое большое проскальзывание. И тогда я создал движение 24% на фьючерсе. На фьючерсе нет таких ограничений, как на акции, когда если большое движение вы можете создать, то московская биржа пропускает этот ордер. Я ссылку оставлю в телеграм-канал свой, где я в одном из постей рассказывал как раз таки этот опыт. Будет вам интересно. Хорошо, какой у вас есть еще один вариант? Это поставить лимитные ордера. То есть отложенную заявку на покупку. Тоже как вариант я скажу, что да, действительно, в принципе, можно так сделать. И почему бы так не сделать? Идея довольно неплохая. Где вы будете это делать? Ну вот, предположим, вы поставите вот здесь вот крупную лимитную заявку на покупку. Что будет происходить с ценой? Цена вполне вероятно будет как-то топтаться вот здесь. Возможно, часть вашей позиции исполнится. И сразу после этого цена начинает резко улетать наверх. Почему? Потому что здесь уже рынок и так перенасыщен покупателями. Все уже начинают понимать, хочешь заработать, нужно заходить в покупку. Естественно, здесь все покупают. То есть к этому моменту всем уже понятно. Хочешь заработать, нужно покупать. Естественно, чтобы вам купить, вам же кто-то должен продать. Кто вам будет продавать вот прямо здесь по верхушкам? Какое-то количество людей, возможно, вам продаст. Но если их будет недостаточно, вполне вероятно, что ваша позиция толком не исполнится, и рынок улетит. Не нужно думать, что крупный игрок не поступает подобным образом. Есть огромное количество таких движений, когда здесь выставляется прямо по верхушкам лимитный ордер на покупку, рынок топчется возле этого лимитного ордера и после этого улетает. Я думаю, что вы видели множество таких примеров. Но в чем минус этого подхода? В том, что если у вас действительно большая позиция, желающих продать будет не так и много. Людям наоборот свойственно удерживать, да, какую-то позицию. Хорошо, тогда вы мне скажете, что один из вариантов это как вариант поставить свои лимитные заявки чуть-чуть пониже. И все движение вниз, откат, который будет происходить, а он здесь обязательно будет происходить на том основании, что здесь есть участники рынка, которые продают, вы будете полностью поглощать, соответственно, этот откат.
И опять-таки многие участники рынка, крупные участники рынка делают подобным образом. То есть они вот здесь вот купят, вот здесь поставят заявку, здесь поставят заявку, здесь поставят заявку. В итоге рынок потихонечку вас наполняет. Но что при этом происходит с ценой? Цена же у нас движется вниз. И, естественно, рано или поздно она доходит до той точки, обычно середина вот этой волны, где участники рынка будут говорить, что сейчас, по сути дела, распродажи, они начнут активно заходить в покупку. То есть у вас уже будет здесь конкуренция из людей, которые будут вам продавать позицию. То есть у вас здесь будет конкуренция из людей, которые хотят вот здесь зайти в покупку, с одной стороны, а с другой стороны здесь явно будет дефицит желающих продавать. Потому что желающих продавать, если вот здесь вот их было не так и много, то вот здесь вот на откате продавать в минус, грубо говоря, да, на бычьем растущем тренде, ну явно не так и много. Поэтому, естественно, участники рынка с большей вероятностью не будут здесь особо продавать, но здесь будет перекос в сторону тех, кто покупает. Если у вас здесь есть большая какая-то позиция, ну часть вы здесь исполнили, часть вот здесь исполнили, но более чем уверен, что чем больше по времени, тем больше будет возрастать вот эта сила, и рынок снова уйдет от вашей позиции. То есть ситуация такая достаточно безысходная. То есть как бы вы здесь не поступали, рыночным ордером, лимитным ордером, вполне вероятно, что у вас будут определенные, скажу опять-таки по-простому, что у вас здесь будет огромный геморрой зайти в позицию. Что вы можете сделать, как вы можете загрузить свою позицию, где вы можете найти участников рынка, которые вам будут продавать эту позицию. И ответ на самом деле очень прост. Вам нужно создать такое движение, если у вас много денег, вы можете это сделать, чтобы либо вот эти покупатели, которые заходили в рынок, начали массово выходить из своих покупок, то есть должны исполняться их стоп-ордера, либо, что еще лучше, в рынок должны заходить новые продавцы. А можно сделать и то, и другое, чтобы у нас с одной стороны и участники рынка выходили из позиции, покупателей с одной стороны, а с другой стороны у нас заходили активные какие-то продавцы. Теперь давайте мы с вами подумаем, где та точка, где вот эти участники рынка, где покупатели будут выходить из позиции. Более чем уверен, что вы уже даже интуитивно, скорее всего, это понимаете. Что если вы хотя бы пару раз график смотрели, вы это 100% понимаете. Эта точка находится вот здесь. Вот здесь первая точка и вот здесь вот. Грубо говоря, вот здесь первая точка, вот здесь вторая точка. Почему вот здесь? Потому что здесь, как мы помним предыдущий пример, активно начинают покупать данный инструмент, желающие заработать на покупках. Что они при этом будут делать? Они будут выставлять свои стоп-ордера чуть-чуть ниже своей точки входа. То есть примерно вот здесь. Соответственно, если по каким-то причинам вы создаете движение вниз, начинают исполняться стоп-ордера вот этих покупателей, и они начинают выходить из своих позиций. И вы, как крупный покупатель в данном случае, можете заранее выставить свою большую лимитную заявку на покупку, и пока эти покупатели будут выходить по убыткам, вы будете загружать свою позицию. Вот, в общем-то, и все. Если мы говорим про движение ниже этого минимума, здесь будет происходить то же самое, один в один. С той лишь разницей, что здесь, понятное дело, несравнимо больше будет участников рынка, которые будут выходить из своих убыточных позиций. Если здесь их было, не так и много, то здесь их будет значительно больше. Я понимаю, что вам сейчас, наверное, сложно это понять. Это неудивительно, и это абсолютно нормально. Потому что мы в реальной жизни с этим обычно не сталкиваемся. Мне, конечно, просто это объяснять, для меня это элементарщина. Потому что я это уже торгую не первый год. Но из-за того, что вы с этим не сталкиваетесь в реальной жизни, вам с этим немножко сложно. Давайте мы сделаем, чтобы вам было проще, обычную житейскую аналогию. И переведем это все на обычный бытовой язык. Предположим, вы покупаете не какие-то сложные фьючерсы, акции, а предположим, вы занимаетесь тем, что перепродаете телефоны. И вы знаете, что стоимость, например, какого-то телефона начинает каждый день, например, расти в цене. Что вы будете делать? Разумеется, вы, как обычный спекулянт, видите, что стоимость телефонов растет. Естественно, вы точно так же купите партию этих телефонов. Например, в связи со спросом или санкциями. Вы купили какую-то партию, пытаетесь ее реализовываете потихонечку.
Но вдруг внезапно стоимость этих телефонов стала падать из-за того, что появился, например, крупный ритейл, который точно так же стал продавать эти телефоны. Что вы будете делать? Если цена каждый день на телефоны будет падать, рано или поздно она дойдет до такой точки, по которой вы скажете, ну, цена реально неоправданно дешевая сейчас на этот телефон. Предположим, телефон стоит 300, а вот цена будет 150. Что вы, как спекулянт, будете делать? Ну, вполне вероятно, что вы будете покупать по этой цене, ожидая роста цен в будущем. Ожидая, что будет инфляция, что будет введен новый пакет санкций, еще что-нибудь. Что вы купите еще новую партию этих телефонов. Но что будет происходить, если вы купили новую партию телефонов, у вас уже есть и так партии телефонов, купленные по старым ценам, а цена упадет еще ниже, например, упадет до 120 тысяч или до 100 тысяч. Что конкретно вы будете делать? Ну, очевидно, что для вас это будет чудовищный стресс. И очевидно, что вам будут приходить в голову мысли, слушайте, она сейчас еще ниже упадет. А здесь же еще будут подключаться всевозможные средства массовой информации, которые будут говорить, что вот яблочная продукция для представителей ЛГБТ и так далее, и так далее, и так далее. В акциях, на фьючерсах происходит то же самое. Есть определенные места, точки, где участники рынка выходят из своих убыточных позиций, потому что они опасаются, что рынок пойдет еще ниже. И вот, кстати, отучить себя от этого, как раз таки, как только вы себя отучите от этого, вы начнете зарабатывать. После того, как начинается исполняться массово стоп-ордера, крупный участник рынка выкупает эти стоп-ордера. Выкупив эти стоп-ордера, цена останавливается, потому что желающих здесь продавать уже нет. Все, кто хотел продать стоп-ордерами, да, они продали. Что мы будем видеть на графике? Что мы будем видеть с ценой? Цена под лавиной вот этих вот панических продаж начинает резко валиться вниз. Но поскольку эти продажи выкупаются, в то же самое время рынок начинает резко отпрыгивать наверх, поскольку всех желающих продать банально выкупили. В то же самое время те, кто желают покупать, например, по таким дешевым ценам, никто же не выкупает. Более того, здесь есть крупный участник рынка, и мы видим резкий разворот наверх. И дальше рынок делает так называемое колено, я это называю. То есть, поскольку у нас есть участники рынка, которые здесь покупали, когда рынок вновь вырастает, они начинают фиксировать часть своих покупок. У нас снова происходит небольшая коррекция, и на этой коррекции снова появляется крупный участник рынка. Он поддерживает цену от того, чтобы она не свалилась вновь вниз. Потому что если она свалится вновь вниз, у нас все желающие здесь продать, которые удерживали свою позицию, снова начнут продавать. И есть большая вероятность, что эта позиция, что рынок точнее, пойдет против вашей большой длинной позиции. Иными словами, первое движение, первые стопы, мы имеем движение тех, кто боятся, да, или просто панически выходит на первом движении. А вот второе движение, если здесь не поддержать рынок, вполне вероятно уже начнут выходить практически все. И какая бы у вас большая позиция ни была, с большой вероятностью рынок просто свалится вниз, и вы на этом потеряете деньги, как крупный участник. Плюс вы сами будете вынуждены выходить из позиции. Выходить из позиции — это такой же геморрой, как и заходить. Поддержав цену от последующего обвала, цена снова у нас вырастает. Вот и вся логика и механика, как крупный игрок собирает стопы. И прежде чем мы будем детальнее все это обсуждать, давайте мы еще раз тезисно это напомним. Во-первых, крупнику нужна ликвидность. У него очень большая позиция, и он заинтересован в том, чтобы создавать такие движения, которые бы позволили бы ему эту большую позицию собирать. Второе, захват стопов означает последующее сильное движение. Потому что, во-первых, здесь крутятся большие деньги, а во-вторых, эту большую позицию крупным деньгам нужно как-то реализовать. То есть он зашел в позицию, это огромный геморрой. Ему же нужно выйти. И чтобы выйти из позиции, происходит большое движение, потому что у него большие капиталы. Всего рынок можно разделить на 3 фазы, где вы можете это находить. Вообще, в принципе, вариантов по нахождению крупного капитала огромная масса. Вы 100% начинающий, поэтому вы это видео и смотрите. Поэтому для вас пусть пока что будет всего лишь 3, окей? Потом будете разбираться, купите мои, например, курсы обучающие и поймете, что это всего лишь, как бы, грубо говоря, только дверь приоткрыть, а на самом деле вариантов огромная масса. Но это все будет потом.
Пока что пусть будет 3, окей. Первое, это захваты за уровень. Все эти варианты покажу сейчас на графике. Здесь примерно то, что я рисовал. У вас есть движение, у вас есть какой-нибудь уровень. Рынок подходит к этому уровню, пробивает его и точно так же резко валится вниз и создает вот здесь вот колено. Обычно все это сопровождается резким движением. И обычно это сопровождается еще также, если это происходит на каких-то высоких таймфреймах, там дневках и так далее. Обычно это сопровождается шумихой. Когда мы имеем захват за определенный уровень, вот здесь вот все кричат: ребята, надо покупать, сейчас вообще пушка, ракета to the moon, биткоин будет стоить $3 миллиона как минимум к обеду. В итоге, пока эта толпа так называемых хомяков, ну их так называют, покупает, вы начинаете загружать свою позицию на продажу. Точно так же происходит и на колене. Здесь просто у вас большая позиция на продажу. Это первая формация. Вторая формация у вас выглядит подобным образом. У вас происходит полноценный пробой, причем цена улетает далеко за этот уровень. Если раньше мы имели просто небольшое движение, да, у нас было вот такое небольшое движение, и рынок возвращался. Обычно это может быть даже просто здесь шпилька. То когда мы имеем полноценный пробой, рынок должен пробить его, ну, капитально, грубо говоря. После этого рынок снова возвращается в эту область, начинает здесь появляться небольшой боковик, резкое движение вниз с последующим таким же резким движением наверх. Это пример, который мы смотрели в теории. Вот один в один, тот же самый, и принцип здесь точно такой же. Но еще раз, когда мы имеем полноценный пробой, мы должны иметь этот пробой далеко за этот уровень. Следующее, во флете. Здесь все очень просто. У вас есть какой-то боковик, и рынок просто создает резкое движение за этот боковик с таким же последующим возвратом. Все это дело сопровождается, понятное дело, объемами, то есть здесь вы всегда будете видеть увеличенный объем на этом пробое и последующий возврат. Когда видите подобное, когда вы видите, что у вас боковик, что у вас произошел возврат внутрь после ложного такого пробоя, можете смело заходить до низа этого флета. Наклонная линия, наклонка. Рынок создает трендовую линию, после этого берет ее, пробивает с последующим возвратом в обратную сторону. Примерно то же самое, что захваты за уровень, только здесь есть наклонка. Как правильно строить наклонку, как сделать так, чтобы она действительно работала, у меня есть отдельное обучающее видео на канале. Оно полностью бесплатное, посмотрите, будете в этом разбираться. Теперь я покажу все эти примеры на графике. Я буду их показывать вам сейчас на истории. И возможно вам покажется, что я просто говорю, вот тут был крупный игрок, вот здесь был крупный игрок. Нет, на самом деле все это я торгую на реальном счете. Если вас интересует моя реальная торговля, мои реальные сделки, у меня на канале есть отдельный плейлист, где я, соответственно, публикую и уже опубликовал огромное количество реальных сделок. И также там есть мой торговый отчет. Можете перейти в этот плейлист и в этом убедиться, это все посмотреть. Но для вашего и для моего удобства, поскольку здесь очень много примеров, я вынужден показывать это на истории. Вообще я это говорю для людей, которые, как только я показываю график, говорят: ты покажи это на реальном счете. Я уже 3 года это показываю на реальном счете, если вы не заметили. Можете перейти и ознакомиться. У меня слова с делом не расходятся, я показываю не то, что на реальном счете, я показываю свой отчет за 3 года. Найдите мне того, кто покажет такой же торговый отчет за 3 года, я пожму ему руку. Но сильно сомневаюсь, что вы такого человека найдете. Мы будем это смотреть на фьючерсе рубля на периоде, на таймфрейме 5 минут. Но этот принцип работает на любом таймфрейме, в том числе и на дневках, на недельках, на часовиках и так далее. Можете на любом использовать, но, пожалуйста, без дурки. На годовых графиках это вряд ли будет работать, и также не будет, наверное, работать на секундных графиках, да? Вот 5 минут, ну вот обычные таймфреймы используйте, которые вы используете внутри дня, в торговле в средний срок, там свинг трейдинг, дневки тоже можете использовать. Но секунды, годовые графики не надо использовать, пожалуйста, без дурки. Точно так же это относится к выбору инструментов. Пожалуйста, это прекрасно будет работать на криптовалютах, на акциях, на фьючерсах, но вряд ли это будет работать на каких-то облигациях федерального займа, на каких-то акциях третьего эшелона. Это 100%, понятное дело, работать не будет. И также не стоит смотреть какую-то крайность, слишком высоколиквидные какие-то инструменты, вроде там суперликвидного биткоина там, или эфира.
Это будет работать, но чтобы это понимать, вам нужно фильтровать рыночные шумы, а вы вряд ли это умеете делать, потому что у вас нет опыта. Поэтому на чем-то таком плавном сконцентрируйтесь, акции какие-нибудь монеты, не слишком такие хайповые. Хотя эфир, в принципе, можете использовать, там еще более-менее. Но биткоин там вам очень сложно на битке будет. Ну и в то же самое время шиткоины не нужно смотреть, какие-нибудь монетки там за полкопейки, да, которые там прыгают на 100%. Там это тоже, ну, как бы может работать, но вы вряд ли сможете это фильтровать. Короче, без шизы, без вот этих вот крайностей. Что-нибудь такое найдите более-менее предсказуемое. Вот фьючерс рубля я торгую уже около лет 12, наверное. И, в принципе, я его очень хорошо понимаю в этом плане. Итак, вот у нас здесь сформирован уровень. Давайте мы начнем с захватов за уровень. Рынок двигается за этот уровень, и у нас формируется захват. И сразу после этого захвата у нас формируется новое колено. Вот колено появляется, либо вот колено. Можете одно из них использовать. Также хорошим способом определения может служить объем. Давайте я здесь добавлю объем. И, как правило, на таких проливах мы всегда будем видеть большой объем. Почему? Потому что исполняются стоп-приказы, захватываются стопы. Все это происходит очень быстро, и поэтому здесь формируются объемы. Вот еще пример ложного выноса. У нас здесь есть уровень, резкий пробой этого уровня с последующим откатом вниз. Да, вот здесь у нас происходит откат. Здесь движение не получило реализацию, но здесь как раз таки этот принцип есть. Реализация произошла чуть дальше, произошла на следующий день. Поэтому, опять-таки, если вы смотрите графики и видите, что, ну, понимаете, что до конца дня вам тут оставалось, до конца дня пару часов, что до конца дня не будет никакой реализации, ждите реализации на следующий день. Здесь она, кстати, и произошла. Вот еще пример захвата за уровень. Здесь есть у нас уровень. Рынок пробивает этот уровень, пробивает его далеко, то есть аж до сюда. Начинает к нему откатывать с обратной стороны. Вот захват стоп-ордеров. Все это сопровождается большими объемами. Здесь большие объемы нужно смотреть вот точечно. Не нужно сравнивать со всей торговой сессией, потому что будете сравнивать с торговой сессией, это ошибка. Смотрите точечно. Вот в ближайшие там 5-6 свечей, главное, чтобы было увеличение. Понятное дело, здесь объемы большие, но они большие для вечерней сессии. Вот еще пример. Имеем зеркальный уровень. Рынок пробивает этот уровень, пробивает на больших объемах с последующим разворотом. Здесь, кстати, не было, к сожалению, отката. На следующий день было то же самое. То есть был пробой с последующим движением вниз. Отката здесь тоже не последовало. Иногда бывают такие сценарии, когда нет откатов, и мы, к сожалению, вынуждены локти кусать. Я лично, насколько я помню, это движение пропустил, потому что здесь просто не было точки входа. Нужно было заходить по рынку прямо здесь, но пока ты думаешь и ждешь откат, рынок улетает, и, ну, бывают такие движения, ничего с этим не сделаешь. Боковик. Вот у нас здесь есть боковик. О том, что это боковик, мы стали понимать вот здесь, когда у нас появилась третья точка. То есть вот у нас минимум, минимум, максимум, минимум. Вот здесь начинаем понимать о том, что у нас появился боковик, потому что минимум новый не пробился. И вот у нас есть захват стопов. Все это сопровождается опять-таки быстрым движением, быстрым возвратом на повышенных объемах. Опять же, если это видите, можете прям... Вот что касается боковиков. Если в случае с захватом за уровень мы смотрим и ждем, когда появится колено, на колене уже ищем точку входа. О том, как брать точку входа, чуть-чуть попозже будет. То в случае с флетом мы можем просто не ждать. Если видите, что у вас есть резкий прорыв вниз, на объемах такой же возврат, прямо по рынку можете заходить. Прямо по рынку с последующей, соответственно, движением сюда, то есть до следующей границы боковика. Но есть нюанс, коллеги. Пожалуйста, сделайте сейчас скриншот этого видео, либо запишите где-нибудь в тетрадке. Это очень важно, потому что если вы этого не сделаете, очень много ложных входов будет, и вы тогда, ну, не заработаете. Пожалуйста, сделайте это, не поленитесь. Нюанс кроется в том, что если рынок имеет большой боковик, пожалуйста, выходите на середине этого боковика, либо закрывайте часть своей позиции на середине. Потому что когда боковик большой, вы можете столкнуться со следующей проблемой. У вас рынок делает возврат, соответственно, в этот боковик, вы где-то здесь заходите в покупку, ждете движения, соответственно, до верхней границы боковика, а рынок щупает где-то здесь, в середине, новый максимум и проваливается вновь вниз. Но только если боковик широкий, если вы понимаете, что
Насколько широкий, опять-таки, все зависит по ситуации и зависит от инструмента. Вот вы должны сами посмотреть и понять. Вот у меня здесь широкий боковик. Просто откройте или акцию, которую вы торгуете, или криптовалюту, и посмотрите, вы сразу увидите. Широкие боковики от нешироких, я думаю, что с этим вы точно справитесь. Если широкий боковик, смотрите до середины. До середины там хотя бы часть прикройте. В особенности, если вы открываете сделку против общей тенденции. Ну, например, рынок у вас шел вниз, здесь у вас формируется боковик. Есть вероятность, что все-таки рынок дальше пойдет вниз, где-то здесь потопчется и дальше пойдет вниз. А на фьючерсе рубля наклонок не так и много, поэтому проще показать вам на криптовалюте. Будем смотреть эфир. Если вы начинающий, тоже можете, напомню, смотреть эфир, но лучше не биток. Ладно, окей. Эфир, в принципе, нормальный, как и любая другая альта. И еще раз напомню, без всяких шиткоинов, пожалуйста. Без всякого дебилизма. Вот у нас есть наклонка, и мы видим, что здесь постоянно такое происходит. Даже если это не захват ликвидности, вот предположим, это захват стопов, кто-то мне может сказать, что это не захват стопов, потому что, ну, опять-таки, сколько трейдеров, столько и мнений. Окей, даже если это не захват стопов, если вы видите движение за наклонку, с большой шпилькой, с большим объемом, для вас уже это является показателем того, что кто-то здесь сделал большую позицию, и она была выкуплена. Ведь если у нас происходит, вот давайте мы еще раз посмотрим, у нас есть движение наверх, да, у нас есть такая наклонка, да. Если у нас происходит движение вниз, значит кто-то продал большую позицию. И если эта большая позиция не реализовалась, если здесь не стал каскад вот этих вот реакций с последующими паническими продажами, за входом, собственно говоря, шортистов и так далее, это означает, что здесь с огромной вероятностью эта позиция была выкуплена. А значит, мы понимаем, что большие крупные деньги направлены на покупку. Вот, в общем-то, и все. Даже если это не стопы, а с наклонками, потому что тема спорная достаточно, если честно, то это все равно будет работать и все равно будет приносить вам денежные средства. И здесь точно так же мы видим и увеличение объема, и шпильки. Все точно так же. И еще есть нюанс. Если вы видите вот такую ситуацию, то есть у вас был уход от этой наклонки, возврат к ней, вы видите, что наклонка уже здесь не уважается. Это не ложный пробой, это не захват ликвидности, не захват стопов. Просто у вас наклонка поменялась, поэтому тоже дурку не включайте. Просто ее подкорректируйте и, пожалуйста, не парьте себе мозги. А вот здесь еще, возможно, был какой-то захват позиции. Хорошо, где же заходить в позицию? То есть мы с вами определились, где эти наклонки, не наклонки, где был этот заход в позицию и так далее. Если это флэт, вспоминаем, что мы можем заходить прямо по рынку. В случае возврата в эту границу заходим здесь прямо по рынку. Стоп-приказ можем выставить примерно сюда. После ложного пробоя, второго ложного пробоя вряд ли не будет. Но если он и был второй ложный пробой, то тогда уже с огромной вероятностью все-таки будет разворот. Здесь заходим прямо по рынку и не ссым. Но если это широкий боковик, помним, что у нас take profit, хотя бы часть должна быть вот здесь, вот в середине. Если это боковик не широкий, то тогда take profit у нас может находиться вот здесь. Если это при пробое уровней, у нас должно появиться колено, и вот здесь вот на колени заходим. Как мы можем заходить на колени? Не просто так. Когда у нас появляется колено, мы ждем движения, и вот здесь на колене мы должны увидеть следующую формацию. То есть мы должны увидеть появление здесь мощных продавцов. Как мы можем это увидеть? У нас либо появится модель, я ее называю молот, но это может быть любая другая свечная модель. То есть у нас должен появиться большой хвост с последующей реализацией вниз. Либо у нас может появиться вот такая свечная модель, то есть бычья свеча с последующей медвежьей свечой, вот такой свечой. Либо у нас может появиться снижение свечей, то есть тела свечей стали маленькими, а с последующими хвостами, да, вот сюда вот наверх в моем случае, и последующая реализация вниз. Важно, чтобы здесь вот, если вы сомневаетесь, не знаете, где входить, не входить, вот, ну, боитесь, да, например, ждите просто резкого пролива вниз, импульсного движения вниз, заходите прямо на нем. Увидели большой пролив вниз, заходите прямо на нем. Опять-таки, тоже, пожалуйста, без шизофрении. Если вы увидели, что у вас резкий пролив вниз, не нужно прямо сразу бежать, нажимать на кнопку и так далее.
Так торгуют только начинающие. Давайте мы постараемся так не делать, хотя у меня 15 лет, я все равно пытаюсь, но пытаюсь это сделать. Вот давайте мы с вами договоримся все вместе, не делать так, потому что это неправильно. Постарайтесь посмотреть, что если рынок, например, уже свеча наполовину, грубо говоря, пошла по времени, допустим, 5 минут таймфрейм у вас, ну где-то минуты 3-4 уже она проторговалась, и она уже импульсная, направлена вниз, заходите смело. Или свеча закрылась, тоже заходите смело. Но не нужно намеренно ждать, пока свеча закроется, сидеть вот этот с таймером, это тоже неправильно. То есть как-то без дураков. Почему я говорю, что нужно хотя бы подождать, чтобы она чуть-чуть проторговалась, потому что может быть вот такая ситуация. То есть у вас может появиться шпилька, может начаться, грубо говоря, движение вниз. Вы подумаете, что это начался импульс, а потом у вас происходит такое же движение наверх, и здесь формируется вот такая модель. И это уже не очень хорошо, поскольку это указывает на мощного покупателя. И если здесь есть мощный покупатель, тогда вопрос, а так ли силен здесь этот продавец, от которого вы заходите? Действительно ли это захват, соответственно, стопов, и чьи деньги вы будете забирать? Если здесь не будет последующего импульсного движения вниз, тогда на самом деле вопрос, я бы здесь реально не заходил, я бы ждал наоборот какого-то боковика здесь. В случае с наклонкой точно так же, как работаем во флете. То есть у нас есть движение за эту наклонку, ждем движения наверх и вот здесь вот прямо заходим. Точно так же здесь может появляться такие же модели, то есть в нашем случае может появиться модель молот, может появиться движение вниз с последующим движением наверх, например, да, вот таким. Моделей может быть много. Важно у вас увидеть, что у вас торги шли в одну сторону, шли, потом бац, и происходит разворот в обратную сторону. Вы должны увидеть вот этот принцип, который я называю мяч об стену. Да? Вот представьте, что вы берете мяч, кидаете об стену, и он должен у вас отлететь. Вот что вы должны увидеть. Еще раз напомним, у большого крупного игрока большая позиция, поэтому ему нужна ликвидность для того, чтобы зайти в позицию, либо выйти из позиции. Если мы видим, что у нас происходит движение с объемом, и происходит разворотное движение в обратную сторону, с огромной вероятностью здесь произошел сбор стопов. Обычно сбор стопов указывает на последующее сильное движение, поскольку крупному участнику рынка как сложно зайти в позицию, у него большая позиция, так же сложно и выйти из позиции. Существуют разные способы сбора позиции. Это, во-первых, сбор позиций за уровень, когда мы видим просто небольшой прокол уровня. Также уровень может быть пробит, но если он пробит, рынок должен его прям капитально пробить и уйти далеко от этого уровня. После происходит возврат к этому уровню, а с последующим небольшим захватом. То есть вот у нас происходит такая модель. Во флете у нас происходит просто движение за границей этого флета, так же как и в наклонке. Торгуем мы это все очень просто. В случае, если у нас есть пробитый какой-то уровень, либо просто захват за этот уровень, мы ждем колено, на колене должен появиться какой-нибудь свечной разворотный паттерн. Либо молот, либо что-нибудь другое. В случае, если это наклонка, либо это флет, боковик, то мы тогда просто ждем возврата внутрь этого флета либо боковика и прямо заходим по рынку. Вот, в общем-то, и все, ничего сложного. Что бы я еще вам порекомендовал, помимо того, чтобы вы изучали тему захвата ликвидности, сбора стопов и так далее, так это подходить к изучению рынка комплексно. Не смотреть какие-то вебинары, где вот я вам сегодня отрывочно рассказал все про трейдинг. Но отрывочно. Ну сложно это будет понять, если вы не понимаете это все в комплексе. К рынку нужно подходить только в комплексе. Только это гарантирует вам заработок. Я знаю, как сделать так, чтобы вы комплексно подходили к рынкам. У меня есть великолепное обучение. По сути дела, выжимка из моей 15-летней практики, с помощью которой вы, во-первых, комплексно начнете подходить к рынку, во-вторых, научитесь понимать перетекание капитала, как крупняк загружается, как заходит крупный игрок, как он выходит, как заходит толпа, как она выходит, когда толпа зарабатывает. А бывают и такие моменты, когда толпа зарабатывает, и мы знаем сотни примеров. Можно вспомнить тот же самый взлет Тесла, например, на который только последний хомяк не заработал. Вы все это начнете понимать и начнете понимать в комплексе. Начнете понимать комплексно. И это самый главный плюс, который вы получите после нашего обучения. Коллеги, я понимаю, вот я сейчас говорю про хомяков, про этот... Вам это 100% ни о чем не говорит. 100% вам не говорит про то, что мы будем изучать объемный анализ, то, что вы будете понимать, что такое принципы сведения ордеров и так далее. Для вас я говорю как на китайском языке, я это прекрасно понимаю. Самое главное, что вы получите рабочие методы по заработку денег на финансовых рынках
в существующих сложных условиях. Сейчас условия сложные, но это они с одной стороны только сложные. А с другой стороны у вас сейчас есть возможность для просто бесконечного заработка. Я тому живое подтверждение. Мы в этом году со своими студентами, с нашей компанией, грубо говоря, заработали очень много, потому что рынки позволяют это делать, потому что у рынки болтает постоянно туда-сюда, и это просто рай для трейдеров. Сейчас идеальная возможность для заработка. И признаться честно, если не трейдинг, я хрен его знает, как вы собираетесь зарабатывать. То есть у меня нет ответа на этот вопрос. Кто-то из вас скажет, что трейдинг это нереальные активы, лучше инвестировать, например, в реальные активы, там открыть какой-нибудь магазин по продаже пива. Я прекрасно это все понимаю. Но если мы говорим про заработок без лимитов, без каких-то ограничений, с перспективой роста, без чего-то такого неожиданного, грубо говоря, то я сейчас, если честно, для себя не вижу никаких других альтернатив, кроме трейдинга, в том числе и для вас. Ссылка на все находится в описании, втягивайтесь в этот процесс, начинайте зарабатывать, сейчас идеальная возможность для этого. Если сейчас не будете зарабатывать, дальше будет только хуже, дальше будет гораздо сложнее. Я желаю вам удачи, счастья и благополучия. Зарабатывайте, счастливо!